Итак, администрация Байдена совершила самый крупный и беспрецедентный акт промышленного терроризма в истории. Они взорвали трубопровод «Северный поток», который доставлял энергию из Восточной Европы в Западную. Последствия этого затронут многие поколения после нас. Мы поговорим об этом далее в специальном выпуске шоу Такера Карлсона. Трубопровод «Северный поток» был одним из самых важных объектов инфраструктуры в мире. Он снабжал энергией наших союзников по НАТО в Западной Европе и, по сути, помогал Западной Европе продолжать свое существование. А затем он взорвался. Но кто его взорвал? Странно, но администрация Байдена как раз обещала его взорвать. Однако Белый дом и СМИ заявили, что это сделала Россия. Россия взорвала свой собственный трубопровод. Виктория Ньюленд из Госдепартамента, поистине зловещая фигура, признала, что очень рада уничтожению трубопровода. Это полная бессмыслица. Очевидно, что именно администрация Байдена устроила саботаж. В этом нет никаких сомнений. Но демократы придерживаются лжи о том, что это сделала Россия. Мы решили спросить Джимми Дора, кто, по его мнению, это сделал. Он ведущий собственного шоу и сейчас присоединяется к нам. Джимми, большое спасибо, что пришли. Кажется очевидным, что это сделали люди Байдена. И тогда они не только вызвали глобальную экологическую катастрофу, но и подставили своих так называемых союзников по НАТО. Почему это никого не волнует? Американцев это волнует. Люди забывают об этом, ведь американцы слышат массу пропаганды каждый день. Я прав? Они даже и не знают, что происходит с трубопроводом «Северный поток». Они думают, что пропаганда удел иностранных СМИ, а это настоящая пропагандистская война. Почему Джо Байден не хочет расследовать это дело? Почему за него не берется Конгресс? Если расследование двинется с места, они обязательно скажут, что Соединенные Штаты этого не делали. Это дело рук России. Так почему же они тормозят расследование? Швеция, Дания и Норвегия уже провели собственное, но не намерены его обнародовать. Почему они не хотят обнародовать результаты? По той же причине, по которой они не хотят расследовать причину вспышки вируса. Они не хотят знать ответы. Они не хотят расследовать происшествие, потому что уже знают правду. Во что превратилась Америка? Крис Хеджес называет Америку мафиозным государством. Крошечная клика людей контролирует наше правительство и использует свою власть для ведения войны ради экономической выгоды. Разница между нашим мафиозным государством сегодня и тогда в том, что в прошлом мафия помогала победить нацистов. А сегодня мы вооружаем нацистов. И разве это похоже на Америку? Игнорировать нужды собственного народа здесь, у себя дома, и одновременно финансировать нацистов в других странах? Невероятно. Речь о Третьей мировой войне. Так почему бы не провести расследование? Никто не задает им вопросы. Когда вышла статья Сайхерста с подробным описанием того, кто и как взорвал трубопровод «Северный поток», американская пресса не задала ни единого вопроса тем людям, которых он назвал. Они не будут спрашивать Викторию Ньюленд. Не станут спрашивать Джесс Салливан или Энтони Блинкена. А сами эти люди даже не сделают заявление по этому поводу. Но знаете, кто будет говорить об этом? Кирби, пресс-секретарь Белого дома. Потому что я уверен, что у людей, проводивших расследование, есть связь с Кирби, но не с Энтони Блинкеном, Салливаном или Викторией Нил. Кстати, это те же самые люди, которые лгали нам о войне в Ираке. Лгали о Ливии. Лгали о Сирии. Они сбросили в Сирию так много бомб, что они в итоге закончились. И они делают это снова. Америка — мировой террорист. У нас 400 военных баз вокруг Китая. Мы сами их провоцируем. Люди не знают, но ЦРУ связалась с правыми нацистами, чтобы свергнуть демократически избранное правительство Украины в 2014 году. У них было мирное соглашение, так называемые Минские соглашения. А потом они нарушили его. Кто нарушил? Украина. Они продолжали обстреливать Донбасс, где проживали русскоязычные жители восточной части Украины. Путина спровоцировали на вторжение, чтобы защитить этих людей. Никто вам этого не расскажет. Кстати, вы единственный из всех ведущих новостных шоу, кто это делает. И я аплодирую вам за то, что вы позволяете людям рассказывать правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Другие телеканалы обычно начинают историю об Украине с вторжения Путина. Они никогда не упоминают, что мы сами свергли демократически избранное правительство этой страны в 2014 году. Они никогда не упоминают, что обстрел Донбасса не прекращался. Киев не соблюдал мирные соглашения. Они не рассказывают, как бывший премьер-министр Германии сказал, что эти соглашения были нужны, в первую очередь, для того, чтобы у Украины было время нарастить свои вооруженные силы и подготовиться к войне, которую они провоцируют. Американский народ, очнись. Это было крупное событие. Ладно,
В любом случае, я сказал то, что думаю. Вы говорите как Джимми Дор. Нас окружает пропаганда. Как бы грустно это ни было, но я согласен с вами. Джимми Дор, большое вам спасибо. Спасибо вам.